Друзья, добро пожаловать на крупнейшую международную промышленную выставку EMA 2023, которая проходит в этом году в Ганновере. На выставке представлены производители оборудования, инструмента и всего-всего для обработки металла. Компания DC также имеет свой стенд на этой выставке и представляет европейскому и не только клиенту свои сверла, мечики, ленточные пилы, расплавные пластины и весь спектр своей продукции. В этом году я уже посетил выставку в Индии, познакомился с индийским рынком. Мы участвовали в Пекине, имели даже 2 стенда на пекинской выставке СИМТ. Участвовали в выставке металлообработка в Москве. Теперь пришла пора представить нашу продукцию европейскому рынку и показать европейцам, как хорошо мы можем производить сверла, мечики, пластины, а также ленточные пилы. Сегодня я сделаю для вас небольшой обзор этой выставки и покажу, что интересного есть на западном рынке металлообработки. Ну что, погнали смотреть выставку! Территория экспоцентра настолько огромная, что по ней ходят автобусы. Тут занятие нашлось и для детей. Собирают Формулу-1. После того, как пройдешь не 1 километр по выставочным павильонам, можно прийти и немножко подремать на инновационном форуме. Компания TDC – крупнейший в мире производитель металлорежущего инструмента из быстрорежущих стали, а также ленточных пил, твердосплавных пластин, быстрорежущей стали и установок для нанесения покрытий. Друзья, я сейчас нахожусь на стенде одного из ведущих производителей металлообрабатывающих центров. Компания Акума из Японии. Еще один производитель станочных решений, но уже из Южной Кореи. Компания Dunsan или DN Solutions. Еще один станочный лидер из Японии привез свои станки. Немецкий производитель станков Spinner. Тут сказать нечего. Одним словом, немцы равно качество и технологии. Немецкие станки Гроб. Шикарное оборудование, только название немножко смущает. Мы попали на стенд станков великанов Zaier. А вот здесь уже пошли тайваньские станки от наших китайских братьев. Кстати, я узнал, этот станок сделан в Чехии. Просто эта чешская компания принадлежит тайваньцам. Компания Denner, наши старые друзья, производитель металлообрабатывающих станков из Турции. Еще год назад снимал про них обзор.
На выставке компания TDC представляет свой новый бренд Palantir. Что такое Palantir? Кто не знает, я расскажу. Palantir – это магический камень, с помощью которого можно видеть, что происходит на другом конце мира. Либо видеть прошлое, либо общаться с человеком, который находится от вас на каком-то расстоянии. При условии, если у него тоже есть Palantir. Palantir фирмы TDC также объединяет наших дилеров в одну большую семью. Также позволяет увидеть мир, потому что компания TDC всегда приглашает своих клиентов в гости в Далянь, прекрасный город, посетить завод, обсудить все вопросы бизнеса. Также отдохнуть на прекрасных пляжах Даляня. Анка, пулеметчица. Австралийский производитель заточных станков. Станок для производства микроинструментов. Он может производить инструменты диаметром 0,05 миллиметра. Один из лучших мировых производителей заточных станков. Немецкая компания Волмер. Компания Lorch производит заточные станки для производства дисковых фрез. Oerlikon Balzers – одни из самых лучших установок по нанесению покрытий в мире. Но с ними совсем все плохо, с их поставкой. Поэтому могу предложить только наши аналоги, сделанные в TDC. В бренд Palantir войдут сверла, мечки из быстрорежущих стали, также мечки специального назначения с цветными кольцами, фрезы из быстрорежущих стали, предосплавные пластины и металлические коронки, также ножовочные полотна. Планируется в 2024 году организовать полноценный склад в России. Склад будет формироваться по заявкам наших дилеров. Так что, если вы планируете стать дилером бренда Palantir, пожалуйста, присылайте ваши пожелания к складу. Сейчас я на стенде лучшего в мире производителя оборудования для сварки ленточных пил. Компания Ideal. Производитель оборудования для сварки ленточных пил. Турецкая компания Tamelsan. Достаточно хорошее качество на уровне с Ideal. Ну, как говорит их директор, нужно проверить. К примеру, этот аппарат может варить пилы шириной до 100 мм. Этот уже 150. Этот станочек варит пилы шириной до 67 мм. Оборудование для автоматизации фрезерных станков. Компания-производитель находится в Германии. В общем, такая у нас получилась выставка, друзья. Есть над чем работать, есть что для вас поставить. Так что присылайте ваши заявки, мы обязательно их обработаем и поставим вам все в лучшем виде. Также жду вас в гости на нашем заводе в Даляне, в Китае, либо на нашем заводе в Турции, в Анкаре. Приезжайте, накормим, напоим, покажем завод. Круто отдохнем. До новых встреч!